Режиссер Владимир Меньшов за свою жизнь снял всего 5 фильмов, но этого было достаточно, чтобы войти в историю. Две его работы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» абсолютно великие. У одной из них есть «Оскар», у обеих колоссальная народная любовь. Гораздо сложнее все получилось с комедией «Ширли Мырли». Она вышла в 1995 году и многими оказалась не понята. Грубый юмор, диковатый сюжет, ощущение тотального хаоса. Все это давало повод называть фильм дурновкусием и считать, что мастер ошибся. Нам с Даней Туровским такое отношение к Ширли Мырли всегда казалось несправедливым. В нашем представлении это недооцененный шедевр, один из главных фильмов 90-х и важнейшая глава энциклопедии русской жизни. Чтобы попробовать эту несправедливость исправить, мы сняли этот выпуск. Важно! Впереди много спойлеров. При этом, если вы не смотрели «Ширли Мырли», не факт, что наше видео помешает дальнейшему просмотру кино. Все-таки главный кайф там не столько в сюжете. Мы начали снимать этот выпуск в августе. Осенью актер Валерий Гаркалин на фоне коронавируса и хронических проблем с сердцем оказался в больнице и был переведен на аппарат ИВЛ. Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы блистательный артист, и в ближайшие 1,5 часа, кажется, все смогут в этом убедиться. Вперед! Последний, Коль, а? Угу. Васятка. Мама. Кинотеатр «Россия», сейчас это театр мюзиклов, но тогда это была центральная площадка, киноплощадка для премьер, причем такого широкого, так сказать, отечественного кино. И там проходила, естественно, премьера «Ширли Мырли». И я помню, что она имела такой действительно колоссальный успех у зрителей, что зрители ринулись просто в мою сторону, и, как вы знаете, национального героя, как какого-то футболиста или что-то, вынесли из зала. Меня вынесли из зала, и я вдруг почувствовал страстный поцелуй какого-то человека, который просто зажал меня своими губами, вот пол лица просто зажал. И я видел только глаза, синие глаза человека. А кто этот человек? Я его не видел, потому что я был весь просто воткнут в поцелуй этого человека. И вдруг в какую-то секунду я стал понимать, что это Зюганов, что он, значит... И когда я вошел в машину, я сказал, меня только что поцеловал Ленин. Сказал я. Значит, Меньшов очень долго смеялся. У фильма «Ширли Мырли» много фанатов, и есть самые неожиданные. В том числе заслуженный музыкальный критик Российской Федерации Александр Горбачев. У меня постепенно изменился взгляд на этот фильм, потому что, мне кажется, в 90-х, когда его показывали по телевизору, это казалось какой-то очень странной, как бы, наверное, пошлой ерундой. Трешачком. Ну, трешачком таким, да. Особенно, мне кажется, это там я смотрел с мамой, да, и маме как бы поначалу вообще не понимал, как так, что чувак, который снял ее любимый фильм «Москва слезам не верит», да, такую как бы драму про, не знаю, людей, их отношения, вдруг, значит, начинает вот как-то на баяне там с медведями танцевать, как бы, и цыганами. Мне кажется, честно говоря, вот сработало то, что просто по русскому телеку много раз показывали один и тот же фильм, ну, одни и те же, да. И вот на какой-то раз я понял, и не было какого-то, не скажу, что был какой-то щелчок, да, но я понял, что это же прекрасно, что это идеальный фильм про какие-то, ну, не какие-то, а просто про российские 90-е годы, что это, на самом деле, самое точное высказывание о том, что это такое было. Второй режиссер прислал сценарий, я прочел сценарий и понял, что это самая великая книжка, которую я когда-либо читал за последние там годы, может быть. Какова литература, такой фильм. То есть его качество плавно переходит в качество кино. Поэтому я когда читал, я подумал, это будет выдающаяся картина. Это смешно. Это какой... Я читаешь Ильфа Петрова или Зощенко. Вот это идет к этому уровню. Смешить публику очень забавное дело, и достойное и благородное, я считаю. Потому что через смешное можно о многом рассказать, и очень серьезном.
Что, на ваш взгляд, показал и исследовал фильм «Ширли Мерли»? Ну, правду о смятении того времени. Ваша цитата. «Увы, так и не исполнилась моя мечта. Я хотела когда-нибудь подробно и неторопливо смотреть этот фильм со своими учениками и выявлять с ними те черты 90-х годов, которые так четко и ясно запечатлел этот фильм». Давайте проговорим эти особенности вместе с вами. Ну, это вообще долгий разговор, потому что действительно там надо смотреть, останавливать каждый кадр и комментировать. Ну, наверное, прежде всего я бы сказала так, что вот эта вот фантасмагория, которая там творится, да, такое веселое безумие, это в какой-то мере черта 90-х. Конечно, можно сказать, что это работает сейчас на стереотип, ну, там, лихих 90-х, да? Но они действительно в какой-то мере были лихими. И вот эти вот там бандиты и менты, которые одинаковые идиоты, которые бегают, как там Чурикова говорит. Я вечером паркет положу, утром его уже менты отдирают. Я утром кафель приклею, а вечером его уже Козюльский выворачивает. Такую жизнь не дай бог никому. А с другой стороны, там, конечно, запечатлены какие-то вещи, ну, не буду говорить, нет, какие-то ушедшие. Например, цыганский табор проводит митинг рядом с отделением милиции. Ушедшие, вы, наверное, митинг имеете в виду? Да, не цыганский табор. И не отделение милиции, а вот сочетание. Да? И никто, как мы видим, их не Мало того, они потом же лезут к отделению, требуют, чтобы Романа выпустили. Это вот там на самом деле этот мир, он не только какой-то такой бандитско-милицейский, это мир свободы. Другая вещь. Роман Алмазов входит в отделение милиции. Говорит, можно позвонить? Говорит, куда? Ну, как куда? На радиостанцию «Свобода». «Голос Америки», «Немецкая волна». Вот сейчас кого вообще может испугать звонок на какое-нибудь радио? Это абсолютно потеряло свое значение. Вы, кстати, знаете, кто есть среди актеров, которые играют журналистов? Нет. Андрей Звягинцев. Но он там не виден, или как-то можно его разглядеть? Я всегда говорю, что гласность – это величайшее завоевание современного общества. Хотя лично я журналистов не люблю. Так и напишите. Не люблю, потому что сволочи. Не беспокойтесь, друзья, мне уже ничто не угрожает. Реально молодой Звягинцев. Ну, мне кажется, что вообще трудно найти кого-нибудь великого, кто бы не засветился в этом фильме. Это поразительно совершенно. То, как изменился Серега Лунков, одно из самых удивительных событий в жизни нашей творческой артели за последнее время. До, после. Серега похудел на 20 килограммов. При этом спорт здесь в целом ни при чем. Он просто изменил свой рацион питания. И в первую очередь отказался от хлеба. То есть совсем отказался. Его пример оказался настолько убедительным, что какие-то гастрономические привычки решил поменять и я. Особенно тяжело было отказаться от утреннего круассана. Зато узнал, что полезные завтраки тоже бывают вкусными. А приготовление каши вообще может быть очень интересным творческим процессом. Иногда я результаты этого процесса зачем-то фотографирую. Надеюсь, не дойдет до того, что я буду выкладывать эти фотографии в Инстаграм. Ну а помогает мне готовить полезные завтраки и каши, и не только. Набор посуды от моих корешей из Эльдорадо и Тефаль. Сереги Лункова нет с нами на этой съемке по семейным обстоятельствам, если что, у него все хорошо. Но мы постараемся быть его достойными учениками и приготовим сейчас что-то вкусное и полезное. Запеканка! Делаем вкусняху. Изюм. Тан-тан-тан-тан-тан. Запеканочка. Сковороды входят в набор французской посуды Tefal Ingenio, в котором есть очень удобные ковши. А еще ко всей посуде Tefal прилагается вот такая универсальная съемная ручка. Она подходит ко всем продуктам Ingenio, легко крепится к посуде, выдерживает вес до 10 килограмм и имеет 10 лет гарантии. Благодаря такой ручке посуда Tefal занимает меньше места, чем обычная, и ее удобно хранить в шкафу или на полке. Омлет готовить можно и на плите, и в духовке.
Как же это пахнет, а? Прям глубоко. И сверху прям... Вау! Посуду очень просто мыть и под струю воды в раковине и в посудомойке, открепив ручку. Ух ты моя хорошая! Смотри, как набухло! Так должно быть? Я никогда не готовил запеканку. Запеканку я обычно ем, а это первая моя. Купить набор посуды Тефаль по самой выгодной цене можно в магазинах, на сайте и в приложении Эльдорадо. А по промокоду ВДУ20 в ближайшие 2 недели скидка 20% на всю линейку Ingenio. Все подробности внизу по ссылке. Переходим, заказываем, готовим в удовольствие, а питаемся с пользой. Как хорошо. И у нас все десерт есть. Серега Лунков, как дела? Уже я не знаю, почему и по какой причине вместе с ребятами, с Виталиком Москаленко и Андреем Самсоновым, они решили писать сценарий. Не для папы. Просто написать сценарий. Ну, пока вот время есть, как бы, давайте посидим, попридумываем какую-то историю. И так они его весело сочиняли. Такой стоял хохот все время бесконечный из его кабинета. Так они радостно это делали, что в итоге, как я понимаю, он заразился этим, тем, что они писали, и вдруг как-то решил, что вот, да елки-палки, а что я думаю, как бы надо это и снимать. Был у меня друг в одном из институтов, где я учился. Он был патологический антисемит. Он прочитал книгу «Дессионизация», такая ходила в самоиздате книга, 100% ее ЧК распространяла и, в общем, натравливала на евреев. Он приехал ко мне, я тоже прочитал, и говорит, ты видишь, что? Все, вот, теперь все ясно. Вот почему мы так в таком говне живем. Я говорю, старик, ну ты не видишь, что это явно, ну что там там были и протоколы, выдержки из Сеулской, там вплоть до того, что, неужели вы не видите, что на всех колесах, которые на машинах, везде шестигранники, а вы видите, что снежинки, которые на столбах, они тоже шестигранники, идиоты, выходит, называла дессионизация. И он уехал домой в Ростов, вернулся и приехал ко мне с 2 бутылками водки. Сел и заплакал. Я говорю, что такое, что случилось? 2 дня назад ему мама сказала, что она еврейка. Он говорит, мама, это не может быть. Он говорит, да. Что мне делать? Это у меня запало. Я дневник вел, я записал это все, историю. А главное, его потрясение. И главное, что как мне теперь жить? У него все рассыл, все погибло, называется. Это на телевидении убавляют. Масоны. Мама! Вы теперь в телевизор посмотрите. Там же ни одного русского лица нету. Скажи ты мне, как на духу. Как русский человек русскому человеку. Фактически. Я что? Изяшний персон? Прости меня, Изенька, дуру грешную. Про бытовой антисемитизм. Мое ощущение, что его сейчас нет. Или это проблема, знаешь, чисто фокуса? Мне кажется, это проблема фокуса, если честно, потому что бытовой антисемитизм там все-таки показан в очень конкретной обстановке. Да, это квартира плацкартная, как бы алкозависимых людей. Мне кажется, если с этими людьми поговорить сейчас, то, мне кажется, вот антиваксерская повестка, она отчасти там про то, что вот это все масоны, значит, пытаются нас там контролировать и все такое прочее. То есть я не уверен, что она ушла, как бы, да. Наверное, сейчас трудно себе представить это с экранов телевизора, да, потому что там, Альберт Макашов, как бы записной антисемит, в 90-х был депутатом Госдумы, и, в общем, там чуть ли не с трибуны говорил, что, типа, надо расследовать там преступления еврейского народа, что-то в этом духе. Сейчас, наверное, какая-то внешняя вот эта вот политкорректная рамка, она существует, но мне кажется, что, к сожалению, это все по-прежнему, как стереотип, достаточно глубоко сидит в людях, просто к счастью, это как бы меньше шансов выходить наружу. Ширли Мырли, где легко читается отношение вашего отца к перестройке, к новой жизни.
Она ему не нравилась? Конечно, она ему не нравилась в каких-то конкретных проявлениях, я думаю, хотя он был здравый человек, понимал, что там некие перемены нужны. Совершенно не был тем человеком, который настаивал на том, что нет, надо все оставить как было. Такого не было. Но, увы, то, как это развивалось, оно развивалось достаточно стихийно, местами, так сказать, анархично или как-то максимально по-идиотски. Поэтому это не могло его не расстраивать. При этом он много раз говорил, как классно, что в те времена не было никакой цензуры. Как классно, что он это тоже почувствовал, да, на себе, когда, значит, вот не было худсоветов, не нужно было это все, так сказать, 1000 раз переутверждать, перестраховываться и так далее. А худсоветы лезли и в «Москва слезам не верит», и в «Любовь и голуби». Ну, конечно, это была общая практика. Я читал, что настолько глубоко лезли, что из «Москва слезам не верит» просили убрать Табакова. Ну, видимо, речь шла не о артиста Табакова, а вот этого вот персонажа, который... Я думаю, что да, чтобы не порочить святой образ Екатерины, возможно, что потому что у нее связь с женатым человеком, может быть, это имелось в виду. Что Табаков же женат, и поэтому вроде как, нехорошо. Ну, что ж она так? Но там точно вырезали, например, момент, о котором папа сожалел, но это тоже вот было под воздействием редактуры, по поводу персонажа Александра Фатюшина, который там хоккеист. Потому что когда он приезжает там на дачу, такой завязавший, подлечившийся, и, так сказать, говорит, все, я там, начал новую жизнь и так далее. И, собственно говоря, мы на этом и прощаемся сейчас с этим персонажем папы в финале, когда вечером девушки, так сказать, перед тем, как Екатерина поедет в электричке, значит, туда заруливает абсолютно в дребодан пьяный этот Гурин, который... И логика была такая, что что уж вот так вот, не отнимайте надежду-то. Как бы у нас есть проблемы в стране, как бы так вот у многих. Вот если, может быть, это подарит надежду. Правда жизни вроде бы и такова, что бывает так. Но давайте хотя бы оставим многоточием. Там, пусть зритель сам додумает. Получается, когда цензуры не стало, ваш папа оторвался как следует? Ну, вероятно. Вперед, ребята! Мы находимся в месте, где снимали квартиру Кроликова. Ну, точнее, все подходы. Засаду, вот эти великие сцены с тем, что бандосы врываются в квартиру. Танки тут же на этот холм, видимо, выезжают. Да, с ракетами, со всеми делами. Мне всегда было интересно, где это происходит. Это происходит на Аминьевском шоссе 1. Это запад Москвы, но не престижный запад, а такой более рабочий. У тебя есть любимая сцена в «Шерли Мерли»? Я очень люблю вот эту вот речь президента в самом начале фильма. Ну, во-первых, я говорил, что нас спасет только чудо. Это и произошло. Это, мне кажется, очень про 90-е и вообще как бы про жизнь в России. Честно говоря, сейчас такое же примерное ощущение как бы от того, что происходит вокруг. Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло. Дальше он говорит великую фразу, что если, значит, правительство решит продать алмаз, то все жители России будут 2 года, или 3, по-моему, 3 года, да, смогут жить на Канарских островах. И это тоже абсолютно как-то гениально фиксирует вот эту вот мечту, на самом деле. Просто дайте отдохнуть уже, ребята, как бы, да. То есть нет какой-то мечты, я не знаю, демократии, там, правовом государстве, успешной экономики. Нет, просто дайте уже роздыху. И к вопросу о том, что говорит президент, я пересматривал, когда, значит, последний раз, я старался как раз поймать какие-то вещи, которые там в бэке остались, и в конце, понимаешь, в конце тоже они как бы летят в самолете, и там фоном речь президента, который говорит, все вылетаем на Канарские острова, и дальше, если вслушаться, там за тем, как они там узнают этого, значит, как бы африканского, да, значит, Кроликова, он говорит, что вместо россиян приедут турецкие, югославские, корейские бригады и будут обустраивать Россию.
За время нашего отсутствия в стране 1 будут работать турецкие, плюс 1 турецкие, югославские, плюс 1. корейские Сколько и будет? другие бригады, 3. которые обустроят Россию. Это как бы, мне кажется, тоже очень-очень точно описывает, как бы, какова была мечта, собственно, вот простых россиян, которым, в общем, не очень хочется как бы работать на обустройство. Вот, ну, хорошо бы, чтобы кто-то приехал и все построил. А мы отдохнем пока. Ну, во-первых, сегодня уже никто не поймет, почему Канары, которые в 90-е годы были таким символом красивой жизни. Вот именно Канары. Не Испания, там, не знаю, не Куршавель, про который тогда никто не слышал. А вот Канары, почему-то это всегда был образ. Кстати, про название. Вы задавались вопросом, что это и почему? В этом смысле мой герой отвечает на этот вопрос. Мутата. Я до сих пор так считаю. Дело в том, что у меня была баба Оля, царство небесное. Она прожила 96 лет. Она пела частушки. Грандиозно пела. И у нее была припевка. Ширли-мырли, ширманирли, ширматыркин, мурмуркин. Частушка была, как правило, скабрезная, а припев такой был. И я сценарий сказал Ширли-мырли, ширманирли, Смешов оставил. И долгое время она была название Ширли-мырли, ширманирли, ширматыркин, мурмуркин. Потом все-таки отжали, и остался только одно Ширли-мырли. Ну, потому что как длинно получилось. А он поет несколько раз, этот персонаж. Ширли-мырли, ширманирли, ширматыркин, мурмуркин. Да, бабе Оля Шиповской. Где она росла? Где она жила? Я сам из Волгоградской области, из станицы Михайловка, казачья станица Михайловка, Себрякова. Это где-то 180 километров от Сталинграда. Это казацкий фольклор? Да. Юрий будет дуть будет Юрий. Кого вашей маме понравилось играть больше? Цыганку или американку? Что же это было? Наверное, это уже не готовый был фильм. Это, видимо, был процесс монтажа, но уже тогда появились ВХС-кассеты, и поэтому, мне кажется, он занес в дом какой-то кусок, значит, смонтированной сцены, где мама пела романс. Вот этот вот «Спокойно и просто». Спокойно и просто мы встретились с вами. И вот он его включал, она заканчивалась, и он был... И он его снова смотрел. Ему очень нравилось, как мама поет этот романс. И вообще, видимо, как вот он так сверял, я не знаю, монтаж этой сцены и так далее. Квартирка у нас трехкомнатная, небольшая, скажу я вам честно. Я, значит, уже занималась, видимо, телевидением. Тогда я помню, что я лезла на потолок просто. Я в какой-то момент выходила и говорила: выключи, я умоляю тебя, выключи, пожалуйста. Я больше не могу слушать этот романс. А папа раз по 20 в день. Если ему не сказать выключи, он, мне кажется, до конца суток смотрел бы. Так что папе, мне кажется, однозначно нравилось как минимум вот этот кусок, как она поет романс. Но мне кажется, и американка, она прекрасна. Как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость, безмерно, безгранна, а ныне, ах, ныне былому не равна. Только знакомые. Как странно. Но я подумал, нет, сняться в такой картине было бы здорово, но это нереально, потому что наверняка найдется кто-то, кто перебьет мое желание, и будет сниматься другой человек. А я к тому времени уже привык, что когда меня пробуют, я знаю, что сниматься будет другой человек. Уже в момент проб. Я это понимаю. Я всегда снимался вопреки и несмотря. Поэтому и на пробы я пришел к Меньшову с этим чувством, с чувством поражения. Как вас утвердили? Как-то неожиданно. Ну, так рассказывает Меньшов, я думаю, что это правда. Дело в том, что Варвара, вот, значит, второй режиссер у Меньшова, она сказала ему, говорит: а почему вы отбросили пробы вот Гаркалина? Потому что, мне кажется, там есть какой-то, так сказать, потенциал. Мне кажется, но он неизвестный человек. Как он известен? Он уже снялся в белых одеждах, он уже был катал и так далее. То есть о моем кинематографическом, так сказать, начале уже было известно. Но
он боялся, что у меня героическое прошлое. Катало, это такой герой, значит, белая одежда, это интеллектуал, ну, тоже героический план. Вот. А там нужна была эксцентрика. Она на что она сказала Меньшову: Владимир Леонидович, вы пойдите в театр сатиры и посмотрите его работы в театре, на сцене. Он настоящий, интересный комедийный артист. Когда уже фильм «Ширли Мырли» был снят, уже после этого Владимир Валентинович Меньшов, который позвал меня в эту картину сниматься, чему я очень рад и благодарен ему, он сказал: слушай, а я не знал, что ты так много работаешь на телевидении, такой популярный. Если бы знал, никогда не позвал бы. Я был тогда ведущим и автором программы «Оба-на». Она, правда, в 93-м году закончилась. И получил приглашение, значит, сниматься в этой картине. Причем был сразу уверен, что меня утвердили на главную роль. Кроликова? Да. И как бы это было, я уже не помню, при каких обстоятельствах. В общем, мне сообщили, что вы утверждены в картину Владимира Валентиновича Меньшова, «Ширли Мырли», съемки тогда-то. Вы утверждены. Я говорю: а что, даже на Мосфильм не надо приезжать, пробоваться? Нет, вы утверждены. Я согласился. Ну, а куда деваться? И вдруг звонок с Мосфильма: приезжайте, пожалуйста, все-таки надо попробоваться. Я говорю: ну, не вопрос. Приезжаю. А мне говорит: ну, надо попробоваться, вот ваша гримерочка и вот ваш костюм. Я говорю: вы не ошиблись? Это костюм милиционера. Нет, это ваш костюм. Я говорю: подождите, я же утвержден. Да, вы утверждены на роль Пискунова. И тут момент у меня был: вот что сейчас мне сделать? Отказаться или прочее, спылить. И пришел Меньшов, говорит: слушай, надо сейчас попробоваться дуэтную сцену с одним актером, очень хороший, не знаю, знаешь ты его или нет, но я хотел бы вас вдвоем попробовать. Ну, попробовались. Я первый раз встретился с Валерой Гаркалиным в павильоне Мосфильма. Начали мы пробу где-то, наверное, в 10-11 утра, закончили в 8 вечера. Постоянно импровизируя, постоянно. И эта импровизация после этих проб и продолжилась на съемке. Нам позволялось все. После того, как мы сделаем основную сцену, можно дальше импровизировать. «Ширли Мырли» — это фильм, напичканный суперзвездами советского кино. Они пришли, потому что негде было сниматься? Или потому что режиссер Меньшов? Я думаю, что обе причины сразу. Потому что действительно съемок было совсем прямо мало. И потому что папа все-таки это был какой-то уже гарант некоторого качества. Поэтому если он звал к себе, то Володя знает, что он делает, так сказать, ему можно довериться. А со стороны папы, я думаю, в этом есть элемент режиссуры на самом деле, потому что там очень точное начало у картины, когда это фильм Владимира Валентиновича Меньшова. В фильме снимались, и дальше все они по именам и отчествам. Все до одного: Вера Валентиновна Алентова, Валерий Борисович Гаркалин. Вот они все перечислены так. Вот в этом пафосе заявки, в котором потом, значит, выясняется, что все это такой, в общем, почти набор, так сказать, ярких эпизодов. Мне кажется, что в этом тоже есть определенная, так сказать, вот режиссерская такая ирония. Пафосный конферанс и абсолютно угарное содержание. И угарное содержание, и даже тот факт, что там народные артисты играют очень небольшие роли, в этом тоже само по себе это так не бывало никогда. Ну, никто никогда не... Ну, вот эти артисты, они не играли маленькие роли никогда. В этом тоже сумасшествие времени, в этом тоже ход, в этом тоже режиссура. Этого пидора в Химках видал. Деревянными членами торгует. В моем лице вы оскорбляете великую страну. Я вам делаю первые серьезные предупреждения. Суходрищев сейчас глаз на жопу натянул. Ну, короче, я всегда смеюсь на Суходрищева. И на моменте, когда первый раз появляется Алмазов, и такая женщина появляется: «Романа убили!» Вот это тоже всегда смеюсь. Но Суходрищев как бы более стабилен в этом смысле. Важный вопрос. Я все свое детство, когда смотрел, и когда он говорил, что я вот этого в Химках видел, он там деревянными членами торгует,
я был уверен, что в Химках почему-то действительно торгуют деревянными фалоимитаторами. У меня, когда я впервые смотрел, было еще такое очень примерное представление о сексе. Да, и о Химках тоже. Вот. И я, думал, наверное, кому-то нужны вот там деревянные члены зачем-то. А ты понимаешь, что он на самом деле имел в виду? Ты имеешь в виду про то, что это матрешки? Ну, я узнал об этом только, сколько мне сейчас? В 34 года. Ну, надо объяснить, да, что имеется в виду матрешки с изображениями политических лидеров. Очень членов популярная... ЦК КПСС. Это была очень популярная штука у иностранцев в 90-е. То есть ты приезжал в Москву, вот я приезжал в Москву со своей родины, города Обнинска, и я помню вот эти вот людей, которые на улицах торговали этими матрешками для иностранцев явным образом, потому что, трудно было представить, какой советский, российский человек захочет у себя иметь дома такую странную хрень. Это очень важный момент, это надо сказать, потому что это мало кто скажет, потому что, Валентин Ильич, царство небесное, он хотел, чтобы играл Табаков. И он однажды мне позвонил. Главную роль? Да, главную роль, чтобы играл Табаков. Он мне позвонил однажды, говорит, и Андрюша позвонил Самсонову, говорит, значит, там завтра-послезавтра после спектакля, посылая машину за Табаковым, будем читать ему пьесу. Что будем уговаривать. Приезжай, будем уговаривать. Табаков отыграл какой-то спектакль, какой-то тяжелый спектакль отыграл. Привезли его, мы сели, значит, у них все. С черной икрой сделал эти. Он поел. Если бы он не ел, то, может быть, и не было бы ничего. Но он поел их. И Валентин Ильич открыл это очки и стал читать. Он читает, а Табаков засыпает. Он устал от спектакля, просто устал. Он поначалу посмеялся, там все смешно, там сразу все смешно. А потом от усталости засыпает. Вот он... Андрюха начинает блестеть, как птица от смеха. Валентина смотрит на него. Как вы смеете? Мастер устал. Мастер засыпает. Он говорит, Лёлик, да, нет, я все слышу, нет, я вижу, конечно, хороший. Мы так просидели минут, наверное, не до конца точно. Просидели. И потом Табаков сказал, что Володь, я же тебе сказал, поздно мне, я хочу, поздно мне. А, не просто так. Там есть одна такая ролюшка. Какая? И он ее называет, вот, все. И он ее стал играть. И вот когда он узнает... Владька! Молодой, блядь! Не колись! Держись до последнего. Суходрищев, помолчи. А ты кончай придуриваться. У актера Табакова была прекрасная работа в театре «Современник», который он обожал. По рассказам Шукшина спектакль назывался «Поутру они проснулись». Это история про «Вытрезвитель», где это был великолепный спектакль, максимально комедийный, невероятно популярный, где Олег Павлович исполнял в развернутом варианте партию Суходрищева, только тогда у него была другая фамилия. То есть это было откровение, конечно же, для определенной части зрителей, уже, так сказать, более молодого, который не московского, потому что они не могли посмотреть этот спектакль там в 70-е в «Современнике». Но, в принципе, там само предложение Олега Павловича, его нисколько оно не то что не смутило, а, так сказать, обрадовало. Он вообще любил острую характерность. А в некотором смысле папа просил даже повторить, как мне кажется, тот рисунок, тот запавший ему в душу еще тогда, с 70-х, этот пьяница, который, рулил в спектакле «А поутру они проснулись». Нет, для меня Суходрищев — это вообще, конечно, там что-то запредельное, но тоже очень важная фраза. Вот если бы у меня был урок, я бы очень долго об этом говорила. Когда этот самый Жан-Поль, мент, начинает петь, оба брата в ужасе возмущаются. А Суходрищев кричит: прекратите пытки, тут вам не 37-й год. Прекратить пытки, сейчас вам не 37-й год! То есть даже эта пьянь, сидящая с подбитым глазом,
он слышал про 1937 год. Это тоже очень характерно, потому что в это время все в атмосфере просто было наполнено разговорами о репрессиях. То, чего совершенно нет сейчас. Ну, какая была ситуация? Значит, Хрущев на 20-м съезде в 56... Извините, я начинаю, конечно, издалека. Хрущев на 20-м съезде в 56 году осудил то, что называется культ личности Сталина. Совершенно, конечно, бессмысленная фраза, но очень характерная. Он не осудил всю систему, он не мог этого сделать. Он долго говорил, как все хорошо вообще в нашей стране, но вот были отдельные недостатки, в частности, культ личности Сталина. И поэтому пострадали настоящие коммунисты. Вот все примеры, которые он приводил в своей речи, были про там, каких-нибудь секретарей обкомов, которых арестовали. Все. Но это уже был рывок, и дальше началось, и Солженицын, один день Иван Денисович и так далее. Брежнев. Для начала про это просто перестали писать. Перестали говорить. Ну вот в учебниках было, что принято постановление ЦК о преодолениях последствий культа личности. Все. Никаких репрессиях, ничего. Потом в 70-е годы начали потихоньку Сталина реабилитировать. Ну, то есть официально ничего не делалось, но там, скажем, фильм «Эпопея Возрождения», господи, «Освобождение», где товарищ Сталин ходит, дает указания товарищу Жукову, и тут танки идут на Берлин. Вот эта вот легенда про то, что Сталин выиграл войну, она очень сильно была закреплена этим. И вот это вот начинается. Ну да, там что-то было. Никто не особенно, ну, кроме тех, для кого это было актуально, никто особенно не знал. И все началось, конечно, только в перестройку, когда это то, что называлось «белые пятна» в истории, начали ликвидировать, когда в каждом издании, там, в «Огоньке», в «Московских новостях», везде кто-нибудь что-нибудь печатал про Сталина. Вот. Здесь возникает организация «Мемориал», я, очевидно, должна сказать, да, что она признана иностранным агентом. Это замечательная организация, которая в 1988 году, это тоже сейчас очень странно себе представить, проводит такое мероприятие под названием «Неделя совести». То есть это была неделя, был декан Электрозаводской, не помню уж, как он назывался, где каждый день что-то было, посвященное Сталину. Там рассказывали о репрессиях, читали какие-то книжки, выступали какие-то люди. Прорваться было невозможно. Толпы туда ломились. Вот это было отношение в 80-е годы. И 90-е это еще в какой-то мере продолжается, хотя уже идет немножечко так. Представить себе, что кто-то в этот момент будет ставить памятник Сталину, я уж не говорю про икону с изображением товарища Сталина, это было, конечно, невозможно. Чувство юмора – это очень индивидуальное чувство. Что-то смешным покажется вам, а вашему оператору нет, он не улыбнется. Наша была задача объединить совершенно разных людей в одну смеховую реакцию. Ну, или постараться это сделать. Это не удастся. Совершенно найдется скептик или какой-нибудь унылый киновед, кто скажет, какая-то пошлость Табаков. Понимаете? А найти группу людей, которые будут смеяться, что этого я видел в Химках, он деревянными членами торговал. Вот найти такую группу людей, которые будут смеяться над этим, это крайне трудно. Потому что это на грани, это на острие. Потому что всегда юмор – это всегда между вот не смешным и очень смешным. Так однажды пришел в мир Чаплин и так сказал. Вот так будет. Трагикомедия. Понимаете? Мир трагикомичен. Он так сказал, и мы все пошли вслед за ним. И вот чтобы сделать это, соединить несоединимое, эти два чистых жанра, каким была комедия всегда и трагедия, ведь так и называлась, трагедия и комедия, никогда вместе. И вот этот фильм демонстрирует сочетание вот этих двух жанров, как они взаимопроникают друг к другу, и как они не могут существовать друг без друга. Это очень серьезный процесс. Мало кто смеялся на площадке. Владимир Валентинович после съемки сделал замечание Леониду Куравлеву, сказал, что вот что-то сделал вот так вот, каким-то, что-то лицом захлопотал, там и все. Он говорит, ну это коррекция на жанр. Так умно ответил Куравлев. Он говорит, вот коррекцию убери, а жанр оставь. Говорил Меньшов. Аркадий,
Вы в «Шерли Мерли» продемонстрировали, что маленьких ролей в кино не бывает. А также давшие сведения о месте его нахождения получат денежное вознаграждение в особо крупных размерах, но не превышающих национальный годовой валовой экономический продукт нашей страны. Меня не было в сценарии. Это все в процессе уже они снимали, и вдруг что-то не хватало, он мне рассказывал, Володя, что что-то не хватает. И вдруг он говорит, телевидение. И он позвал меня диктором, а я ему предложил, чтобы сделать сурдоперевод еще внизу. Но это не ноу-хау этого фильма, мы давно это опробировали еще в «Капустниках». Я с Андреем Львовичем Ургантом и Андрюшей Максимковым, у нас такая была компания под названием «Ночной актерский клуб». Мы в Москву ездили и, в общем, такие собирали людей на «Капустнике» на наши. И вот там опробировали первый раз сурдопереводчика. Но Владимир Валентинович предложил вот сделать такой блок через весь фильм, проходящий телевидение, потому что телевидение было же знаковым местом в 90-х годах. Все же от телевизора не отрывались. А давайте объясним молодым зрителям, что сурдоперевод — это же в те времена неотъемлемая часть теленовостей. Да, он появился первый раз на передаче «Прожектор перестройки». Такая не сатира была, а вот большим пальцем указательным надо было тыкать в маленькие недостатки нашей страны. Такой получасовая по центральному телевидению, по первой программе шел «Прожектор перестройки». И чтобы вы все понимали, какие у нас недостатки, ввели вот этого сурдопереводчицу, а не женщины в основном. Мужчин там не было. И они переводили для неслышанных, глухонемых людей, они переводили информацию, давали с помощью этой азбуки глухонемых. А потом уже и по всем новостям, потому что у меня полная... Информационная программа «Время», по всем новостям пошли. Даже были передачи такие вот «В мире животных» и так далее. Все это было культивировано. Ну, кстати, вот я не знаю, был ли такой мотив, но в Советском Союзе же считалось, что инвалидов нет. Это с войны появилось, когда у нас инвалидов вычеркнули за... Да, а тут как раз в пику сделать это более инклюзивно. Взяли с Запада, там же у них даже сурдопереводчик, когда выступает там губернатор штата, все рядом стоит сурдопереводчик и переводит. Просто вот на пресс-конференции всеми сурдопереводчик у них присутствует вживую, даже не по телевидению. Наступил этап съемок, когда нужно было снимать комбинированные съемки, где я в кадре не один, а нас двое, трое, а иногда и 12 человек. Этому отдавался целый месяц. Я часто говорю, что этот фильм снимался старым дедовским способом. Если вы помните и знаете картину Александрова «Весна», где Орлова раздваивается в кадре. Она играет ученую и актрису. Вот снимали так, как снимал тогда Александров. Представляете, у нас не было никакой графики, ничего у нас не было. У нас был только Васильев, который разрезал кадры на разные куски. Я садился в одном углу кадра. Но моя задача быть снайпером, потому что я мог запороть любой дубль, и если я по взгляду не вижу партнера, а партнера нет. Я видел, мне указывали точку красным карандашом, куда надо смотреть, где были глаза моего героя, партнера. Опять же, меня же. И также я, переходя в кадр, я должен был увидеть глаза сидящего там. И я вот так и работал. Мы сочиняли, придумывали. Это что-то было... Это было незабываемым счастьем таким. Это было, может быть, одно из единственных в моей биографии творческих экстазов. Например, было написано, в комнату вошли два близнеца. Вот так написано в сценарии. А как они вошли? Вот это надо было сочинять. Я когда посмотрел несколько раз картину, я вдруг увидел гениальность придумки с зеркалом, если вы помните. Когда он хочет скрыться от брата, я сижу в кадре в одном и в другом, и нас разделяет зеркало. Якобы они смотрятся в зеркало. На самом деле это пустая рама. Я думаю, как можно было так сделать, чтобы из пустой рамы превратить в зеркало, поверить артистам. И самое потрясающее, что в это верят зрители. Они уверены, что это изображение одного и того же человека. Я считаю, что это просто шедевр. Просто шедевр комбинированных съемок. Юрий будет дуть будет Юрий. У вас здесь очень много символики. Я так понимаю, это «Обана». Да. Знаменитая клеточка той программы. «Обана» — абсолютно прорывная программа тех времен, поскольку вы позволяли там шутки, которые были очень...
очень удивительные для тех времен. Например, похороны еды. Да. Я же ничего не путаю. Это Да. просто аллюзия на гонку на лафетах. Да. Гонку на лафетах и отсутствие еды в... Отсутствие еды в магазинах и гонка на лафетах. Похороны были постоянно партийных наших руководителей. И совместив одно с другим, это, собственно, первый эпизод, который я придумал и был осуществлен. И с этого, собственно, программа Оба-на и началась. Это, давайте отметим, это еще 91 год, это еще СССР. Это еще СССР. Это СССР, и я попросил Кириллова, нашего большого главного ведущего страны, озвучить этот эпизод. И, кстати, я у него спрашивал, а в чем секрет вот этой интонации? Ведь вы всегда, когда вот хороните и говорите, он был нам так необходим, этот человек. В чем секрет интонации? А он говорит, там все очень просто. Не ставьте точки в конце предложения. А говорит, то есть подвешивайте конец предложения, и тогда можно хоронить кого угодно. Ну, он там говорил, еда нам была необходима каждый день, и вот теперь ее не будет. Видите, точки нет. И вот теперь ее не будет. И все, неинтересно, не летит никуда. А вот теперь ее не будет. Он ушел, но обещал остаться. О, интонация. Как отреагировали, во-первых, на телеке, а во-вторых, зрители? Ну, это был какой-то такой дикий восторг у зрителей и некий даже шок. А многие люди вообще посчитали, что это не пародия, а по-настоящему. Кстати, когда и снимали, зеваки на улице Горького останавливались и ничего не могли понять. Шапки снимали. Да, что происходит? Настоящий оркестр, идут машины продуктовые, особенно мне нравится машина, школьные завтраки с траурной лентой. Это все было... Ну, это шутка была, она удалась. Мы же делали пародии музыкальные, делали пародии и на фильмы, на социальную рекламу. Там у нас есть такая реклама «Бледина». Посмотрите, найдите. Мы с Колей Фоменко сделали такую рекламу детского питания «Бледина». Ну что ты хочешь, Коленька, ну, маленький? Бледину! Фирма «Бледина» – крупнейший производитель детского питания в мире. Просто мы снимали, по-моему, в какой-то аптеке совершенно другой эпизод. Я посмотрел, что вдруг стоит на полках название «Бледина». Это, оказывается, французское там, детское питание. Мы говорим, так, быстренько камеру, давайте сюда. И появляется Бледина. Налить, вышипать, размешать. И дети растут, как собаки. Ну, теперь понятно, чем питались шутки Ширли Мырли в том числе. Это же абсолютно вайб Обаны. Ну, это, можно сказать, я тоже. Ну, я, конечно, купался как в своей тарелке, безусловно, во всем юморе Ширли Мырли. И все время предлагал дополнительно различные ходы и дополнительные гэги даже для этого персонажа и для ситуации. Объект на месте, приступаем к операции задержания. Не подведите, братцы! Начинаем по моей команде. Только по моей команде! Мы в Раменках. ДК «Высотник» — это место, где снималось отделение милиции по фронтальной ее части. И она в том числе запомнилась тем, как бастовали цыгане, когда отбивали своего Голунова, своего Навального. Лидера политического. Да, своего политического лидера. Скорее Навального все-таки, наверное. Да. Кандидат в депутаты Госдумы все-таки. А вы, собственно, кто такой? Я, собственно, Роман Алмазов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Важнейшая вещь, важнейшая, которую я смотрел, и я понял, как вообще мы забыли об этом слове. Представитель. Это же он идет в Госдуму как представитель какой-то части населения. Пусть небольшой, Да. но идет. И его обвиняют в том, что он хотел провозгласить свой табор независимым государством. Не, сепаратизм Ну, это уже да, другое, это не Нет, то. конечно. Но то, что депутат — это представитель какого-то круга Какой-то людей, группы, да. мне кажется, это настолько потеряно за это Конечно. время. А это же, по сути, Дума — это палата представителей. Конечно, да. Милиция тогда была очень слаба. Да не то слово. Это не то слово. У меня была история, которая была в сценарии. Ее выкинули потом. Я снимал рекламу на Мосфильме у Данелии. 31-го я ехал домой.
Декабря. Да. Но Новый год. В общем, сорвался. Все нам какие-то денежки дали. Купил, ну, уже еды, и это уже там 9:30. Я сюда, в Красногорск еду. Менты останавливают. Открывай багажник. Виталий Николаевич, у вас, да, хорошо. Ну, что ж у вас тут взять? Я стою такой, причем... А вы трезвый? Я трезвый. Не, у меня все чисто. Не, ну я еду домой. Потом я знаю, что они там стоять будут за этим углом. Они спрячутся там, как зайчики, и выбегают, блядь. Я такая, ой, здравствуйте, блядь. Что ж с тебя взять-то? Ой, майку дай. Ой, это, понимаете, сразу начинает. Ну, просто крохобой. Я говорю, ну, давайте я вам даже, давайте вот бутылку водки дам, да и поеду. Водка, это водка, водка. А вот это что? А вот это что? А я там что-то там понапихали, то что-то такого там. У меня 2 детей, слушайте, еду, теща, ну, забери что-то, да уже отпусти. Короче, мне это достало, если не сказать грубее. Я говорю, слушайте, вы знаете, а я сейчас с вами здесь отмечу день рождения, вот этого Нового года, блядь. Сяду здесь, и я напишу бумагу. Вы меня обидели. Они такое забили. Чувствую, что-то такое, он с придурью этот идиот. И вот не поверите, я закрываю уже багажник, уже сажусь в машину, и он подходит, майор, и говорит, дай зубную щетку. Я это никогда не забуду. Вот не забуду никогда в жизни. Я иду обратно, открываю багажник. Я не знаю, где она лежит. Он ее увидел, я не знаю, где-то гребаная зубная. Ночь, ни хера не видно. Где-то зубная щетка, понимаешь, у меня фонарика нет. Нахожу, даю, он говорит, это не конец. Он говорит, и в этот момент была какая-то проблема. Он говорит, и там паста какая-то. И я понял, что он тайно о тех 2 говорит, чтоб те не поправили. Майор. Я ему сую и уехал. Вот я это забыть не могу. А нам привозили гуманитарную помощь немцы, тоже в 91-м или 92-м году. И когда они ехали обратно, то в Белоруссии их мент остановил, а там был такой высокий учитель, и говорит, хочешь фуражку купить? Он говорит, а я хочу всю форму за 50 марок. За 50 марок мент разделся до трусов и продал ему всю свою форму. Но тут вот после этой истории вам точно возразят, но это же унизительно. Как можно с ностальгией вспоминать о временах, когда менты были в настолько чудовищном положении, что они готовы были за деньги раздеться? Ну так это менты. Менты нам не кенты. Извините. Он разделся, да, а приличные люди так бы не поступили. Вы бы не разделись? Нет. Даже в 90-е? Даже в 90-е. Нам уже удалось найти несколько фактов, подтверждающих, что ну, в общем, дело двинулось. И, значит, мы можем уже точно сказать, что виновные по новому указу президента будут повешены. Жан-Поль Пескунов. Жан-Поль — это... Бельмондо, конечно. Кстати, действительно, были несчастные дети, которых родители называли Жан-Поль. Я очень хорошо это помню. Бельмондо, конечно, был невероятно популярен. И понятно, почему такой человек стал потом милиционером. Да, он хочет быть крутым, как Бельмондо. Фильм не понравился критикам. Многие из них сочли это прям дурновкусие. Как на это реагировал ваш папа? Остро довольно. Остро, потому что критика, точно так же потерявшая, так сказать, пределы цензуры, писала очень хлестко. Ну, как-то вообще прямо сравнивая с землей. Просто, что там, я помню, что ему запомнился это. Я сейчас не помню, что за критик была, которая написала, что это худший фильм всех времен и народов. Его это очень задело. По тем временам, когда она выходила, я не знаю, как сейчас это читается, это была уже фактически сатира. Это уже не была комедия. И это очень многим мне нравилось. Вот с этим абсолютным вкусом, знаешь, когда я сегодня утром встал и почитал Шиллера,
это было как-то не очень. Я лег, заснул, и мне вспомнился по сторонам. Блин, вот эти люди, нет силы слышать, понимаете? У них все пошло, у них все... Ну, какой там член, блядь, на этом рынке-то? Да все погибло сразу. Ну, этот случай произошел на киношоке. Я был в зале, в зрительном зале, когда жюри этого кинофестиваля отсматривало картины, которые номинировались вот на лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актерская работа. Там. Вот. И наблюдал за поведением членов жюри. А там были очень известные люди. Актеры, режиссеры, так, кинодеятели. И я видел, как они катались по полу. Они смеялись, как дети. Даже все, что происходило на экране, их повергло в какой-то панический хохот. Они смеялись, так никто не смеялся никогда, мне вот казалось. Вот вы бы видели, когда включили свет в зале, фильм закончился, как они быстренько поднялись все на свои стулья, приняли положение, значит, очень серьезных деятелей кино, крупных знатоков киноискусства, и успели за эту секунду создать на лице выражение брезгливости. А почему такая реакция была, как вам кажется? Почему люди угорали, но при этом не видели... Это лицемерие, это просто ханжество. Я по-другому это не могу назвать. Если тебе смешно, значит, это смешно. Если тебе грустно, значит, это грустно. А если тебе и смешно, и грустно одновременно, это потрясающе. Вы знаете, что это так важно очень оговорить, что я очень рада, что вы делаете этот материал, потому что для папы это было очень обидным, наверное, и моментом того, что его последние картины «Шерли Мерли» и «Зависть богов», как бы, так сказать, не были настолько любимы зрителями, как будто бы, значит, его карьера закончилась на «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Но это важно мне оговорить, потому что я не являюсь поклонницей картины «Шерли Мерли». Почему вам не понравилось? Это трудно объяснить. Это не мой жанр. Мне не смешно. Мне кажется, что это очень разваливающийся материал, что я теряю понимание, кто кому сват-брат, откуда какие персонажи возникают, почему, куда все идет. Как бы вот меня все это, как бы сказать, сбивало и не нравилось. Шутки не ваши? Не мои. Грубовато? Да. Хотя я признаю, что это соответствует времени, соответствует вот эта вся... Похабность некоторая. Угу. Но мне вот, как бы, мне в этом тяжело. Меня позвали в Останкино, прямо я приехал, и мы за ночь это все сделали, за одну ночь. За одну ночь? За одну ночь. Правда, там сложность была, что я переписывал текст, написанный сценаристами, как тоже они быстро написали, потому что их перевести невозможно было. Мне надо было под себя их как-то, чтобы было забавно все-таки, под себя переписывал я текст диктора. То есть вы там не только актерски выступали, но и как сценарист своего блока точно. Название городов. Государства уже изъявили желание стать городами-побратимами Осло, Глазго, Роттердам. Нет, ты понял, да? Знали бы... Да, но они просто для перевода подошли. Правда, это, мне казалось, пошло, что это вырежут, но Владимир Валентинович он показал в «Семье», когда он показал дочке и жене, они очень смеялись, и он сказал, тогда оставим. Ну, оставили. И, кстати, многие не верили в эту затею Владимира Валентиновича и продюсера Литвинова, что это вообще получится. А на премьере так вообще сидели, дрожали в Доме кино, я помню, с Владимиром Валентиновичем, и мало смеялись люди в зале. А одна актриса, не буду называть фамилию, моя подруга, вышла после премьеры, на меня посмотрела так внимательно и сказала: «Игорь, зачем тебе было это надо?»
И расстроенная ушла. А через несколько лет сказала мне: «Ширли Мырли — это мое любимое кино, я знаю его наизусть» и так далее. Вот такое восприятие картины пришло через какое-то время к зрителю. Почему, когда Ширли Мырли вышел, так много людей его не взлюбили? Наверное, потому что там рассказаны, вот в этой смешной форме, там рассказаны не очень всякие приятные вещи про нас, про наши фобии, про национальные стереотипы, про мечту вот действительно лежать на печи и свалить на Канары. И другая вещь. В общем, это парад фриков, вот если вдуматься. И единственный из этих фриков, самый милый, симпатичный, хороший, это Васятка Кроликов. Аферист. Да бандит, уголовник. Но он маму любит, он ей каждый раз, с каждой отсидки письма пишет, про капустку вспоминает, он о ней заботится, он всех мирит, он от своего этого братана братана этого цыганского никогда не видел, а придумал, как его спасти. Вот ему рассказали, конечно, про масонов нехорошие вещи. А так он вообще самый нормальный. И эта такая картинка не очень, конечно, лестная для нас. Потому что, в общем, остальные совсем уж плохи. Слишком сатирически. Слишком правдиво. Юрий будет дуть, будет Юрий. Как Ширли Мырли повлиял на вашу профессиональную карьеру? Она, конечно, картина имела успех, естественно, и моя работа, я ее уже сказал, она была как-то отмечена. Но она имела и другую сторону, как и любая медаль. Потому что теперь уже ни о каком серьезном, так сказать, предложении я мог и не мечтать. Теперь вот шлейф комедийного артиста, так сказать, так до сих пор и тащится за мной. Попытки меня снять в других героических, драматических планах, они тщетные. Они вообще не поступают. Просто нет таких предложений. Я думаю, что это из-за Ширли Мырли. Как вы сами идентифицируете, с какого момента вы из телеведущего превратились в начальника, в менеджера? Я был экспертом счетной палаты у Степашина по вопросам телевидения и кино, потому что делал «Фитиль». Был такой еще у меня опыт жизни продюсерский. И он сказал, вот там есть телерадиовещательная организация союзного государства, руководителя нет, давай-ка ты попробуешь разобраться с этой компанией, потому что деньги там прут, а что-то ничего не делают, не можем разобраться. Я разобрался, сказал, могу показать, как там прут деньги, но разве это важно? Говорит, ну, так не особенно важно, но... А давай-ка ты будешь руководить этой телекомпанией. Я в начальнике, говорю, я не хочу, не могу, зачем? Говорит, вот ты мне рассказывал, как у вас с Владом Листьевым не получилось сделать общественное телевидение России в том виде, в котором планировали. И потом ты мне рассказывал про идею снять Брестскую крепость. Вот тебе механизм, попробуй. И в этот же день Лукашенко с Путиным меня утвердили на этот пост. Я проработал 10 лет и сделал телеканал, который назывался ТРО. ОРТ не стали называть, потому что телерадиовещательная организация называлась ТРО. И сделал телеканал и снял Брестскую крепость. Поэтому вот эта чиновничья жизнь была скорее неким использованием возможностей, которые у меня появились. А после этого началась продюсерская жизнь. Чем вы занимались после Ширли Мырли? Вы режиссер и сценарист по-прежнему? Режиссер и сценарист, да. Вы режиссер фильма с невероятным рейтингом на Кинопоиске. Рейтинг 1,4. Это какой? Фильм «Большая ржака». Это катастрофа. У меня в жизни одна катастрофа. Это «Большая ржака». Ужас, ужас, ужас. Ужас, ужас. Блядь, мне испортил настроение. Зачем вспомнил? Я вчера посмотрел его. Да не надо было, елки-палки. Посмотрите «Китайский сервиз». Ну зачем смотреть? Я смолодушничал. Значит, появился такой некий малый, понимаете, бывший десантник, и предложил хорошие деньги. И мне поначалу показалось, что я его перегну, что я допишу, поменяю, там все, тем более, что я уговорился с 6 кадрами, со всеми, ну, кроме Добронравова, что я сделаю. Но у меня была комедия, до сих пор сценарий валяется, все уже, еще, можно сейчас снимать, денег нет. Я ему показал этот. И он зашатался. И мне надо было тогда настоять, снимать свое, а это говно не снимать. Ну,
И чем больше я снимал, тем больше я увидел, что это проваливается. И мне надо было отказаться посередине. Сказать, все, стоп, до свидания. До свидания, расстаемся. А «Десантники», они как продюсеры выступали? Да. А сценарий был? Их, не мой. Я чуть-чуть там что-то пытался дописать. А по сценарию-то как раз кажется, что это вот попытка сделать свои Ширли Мерли, но спустя почти 20 лет. Потому что тут «Алмаз», там «Золото Колчака», там тоже фарс. Вот это я внес, кстати, потому что там было вообще бессмыслица. Я вот этот «Золото Колчака», потому что у меня целый есть сценарий про «Золото Колчака», про историю. Ну, проще говоря, даже не в этом вопрос. Если бы дали мне монтаж, до конца бы доозвучить, сократить этих двух перцев, потому что они, выяснилось, эстрадники, они не держат очень долго. То есть их надо все время поднимать. Да? Вот вы там у кого-то берете, у хороших артистов, и он держит кадр, он сам по себе держит его все время, понимаете? Его можно не спрашивать. Он будет молчать органично, хоть 20 минут, но он будет... А эти сразу, и все, они уже никакие, потому что они репризники, они должны репризу говорить. Они не понимают, второй план, это вообще для них до свидания. Их только отдельно можно по-крупному снимать, и потом как-то... Ну, это провал просто абсолютный. И не смыть этого, понимаете? Как пятно позора на жопе. Поэтому смотрим китайский сервис. Ну, и китайский сервис, ну, хотя бы, во всяком случае, есть неплохие серии в «Мошенниках», если мы говорим о комедии. Сериал «Мошенники», я все-таки там что-то такое мы сделали. Как ваша карьера сложилась после «Ширли Мерли»? Ну, как была, так и есть. Я работал до 2003 года в театре у Льва Абрамовича Додина. А потом так получилось, что я ушел из театра и поступил в театр «Русская антреприза» имени Миронова. Там работал вот до сих пор. Но сейчас еще у меня другой театр появился. Антрепризы были, съемок навалом было, какие-то сериалы дикие совершенно про ментов и бандитов. Ну, в общем... 120 ролей у вас? Да, много. И очень много сериалов про ментов? Очень ужасное количество. Бандиты и менты. Это катастрофа какая-то. Просто сейчас у нас тем других нет. Насколько вам нравятся такие сериалы? Нет, я считаю, что такие сериалы мне... Это служба? Это зарабатывание денег, честно говоря. Потому что, ну а что еще? Ну там бывает, что момент попадается, когда есть что сыграть. Но там должен быть процесс. В эпизоде какой процесс? Появился, лицом похлопотал, сказал и буквы какие-то с той или иной... Застрелил кого-то? Степенью таланта своего. И застрелил кого-то, или тебя застрелили, и до свидос. Все. Вот тебе весь сериал. Еще один вопрос по Обане. Один из выпусков начинается с того, что с переозвученного «Парада Победы», я так понимаю, министр обороны, который командует парадом, он обращается к войскам, но на самом деле к войскам, и это переозвучено так, что он обращается: товарищи юмористы, вот, там, рад вас приветствовать, что начинается новая программа. Вы можете представить такую шутку в 2021 году? Нет, конечно. Конечно, это невозможно, и для меня в первую очередь, конечно. Шутки рознь. Просто настолько сейчас тема патриотизма Великой Отечественной войны становится острой, настолько в обществе назревает и назрело уже противостояние у людей по этой теме, что, конечно, эту тему ни в коем случае шутить нельзя. Да и тогда мы, в общем, старались внутреннюю цензуру тем или иным образом у себя зафиксировать. Нельзя смеяться над болезнью человека, над верованием человека, да, над патриотизмом. Но иногда проскакивали вот такие странные шутки. А что изменилось? Разве в 91 году День Победы был менее святым праздником, чем сейчас? Как ни странно. Что-то происходило в обществе такое... При том, что было живо огромное количество людей, которые принимали участие? Именно так. Что-то было такое, что в результате размывало у людей самосознание страны. Разрушалось все. В том числе и разрушалось и отношение к прошлому. Слава Богу, что сейчас хотя бы эта тема остается святой, и не все можно делать. Вот у меня лежит на столе сценарий, заявка под названием «Самовары войны», о тех ветеранах, которые без ног, без рук, да, и которых в результате убрали с улиц Москвы и других городов. Сослали на Валаам, в том числе. В том числе. Да, вот я понимаю, что это
страшно. Об этом надо знать, как минимум. Но говорить об этом и уж тем более снимать фильмы я не смогу. Ну, просто реально не смогу. А почему? Это же про ужасы войны. Нет. Это очень прямой путь для того, чтобы объяснить человеку, что война — это худшее, что может быть на свете, и что последствия у нее могут быть чудовищные. Вот эти самовары, которых, как по тем историям, которые я знаю, это люди, которые видели свет, когда их санитарки выносили на эти качели, и они выли. Так что все Ладожское озеро, воя от их отчаяния и боли слышало. Разве не это прямая метафора для людей, в том числе молодых, чтобы показать? Показать что? Что страна не чествует своих героев, а их увечья убирает, чтобы улицы были чистыми и светлыми? То есть вы считаете, что про такое снимать нельзя? Нельзя. Мы не объясним нашим детям, почему в этой страшной войне, где наши предки победили, было такое отношение к ветеранам. А почему оно таким было? Ну, вы разве не знаете? Ну, есть разные версии. Я боюсь просто... Скажем так, руководство страны не хотело вспоминать войну. День Победы-то празднуется у нас с 1965 года. 20 лет прошло, прежде чем 9 мая стало нашим праздником. В 2014 году вы подписали письмо в поддержку политики Владимира Путина в Украине и в Крыму. Угу. Через пару лет вы были среди тех, кто попросил проверить фильм «Смерть Сталина». На то, ок это или не ок. Да. Вы это делали, потому что вы хотели это сделать, или потому что это неотъемлемая часть вот той должности, которую вы занимали? Нет, это неотъемлемая часть меня. Просто я очень хорошо, не могу сказать очень хорошо, я хорошо знаю историю своей страны и очень забочусь о том, что, в меру своих сил, чтобы ее сохранить так или иначе. И я, безусловно, поддержал Крым, и если надо было бы, сам туда поехал. Если было бы это необходимо. А в каком качестве? Если надо, на танке. Ага. Или внутри. Так. Если надо кому-то что-то объяснять. У вас есть ответ, почему ваш папа так редко снимал? Искал? Да. Он искал соответствие себе в тот момент, в который он находился. Для того, чтобы этот материал его куражил, чтобы ему это было интересно, чтобы ему это было остро интересно. Во-первых, он искал там определенные принципы, чему должен соответствовать материал. А во-вторых, мне кажется, ему было важно, чтобы он не был таким ментором по отношению к материалу, который найден. Чтобы это не то, что я думал, знаете, передумал, и, наконец, я готов высказаться. И тогда я все заранее знаю, у меня есть какой-то такой прочерченный план. Ему было важно, как мне кажется, находиться внутри этой творческой воронки, и самому для себя что-то, разрабатывая этот материал, так сказать, узнавать, находиться на краю, мучиться, не знать, как это сделать, как это решить, и находить в последний момент. То есть для него это была какая-то такая магия, поэтому, мне кажется, он так и не просто его находил. Когда люди смотрят, что снял ваш папа до, и сравнивают это с Ширли Мерли, у них возникает вопрос, какой неожиданный жанр. При этом он говорил в интервью вам: «Я брался за фильмы, за которыми с прежними отмычками не подойти». Угу. Это как раз тот случай? В общем, да. Ему это тоже нравилось. Это вот то, о чем я и говорила только что. Что ему было важно самого себя в некотором смысле ставить на этот край, который высекает творчество. Потому что когда ты менторствуешь, либо в том, что ты понимаешь эту историю, ты знаешь, ты ее 100 раз обдумал, либо у тебя есть, менторствуешь в методе, потому что ты знаешь, как снимать такие фильмы или как решать подобный жанр и так далее. Мне кажется, он все время сам себя ставил в какие-то такие несколько экстремальные условия, что ли. Вдруг позвонил Валентинович, говорит: приезжай, поехали на дачу. Там было еще 2 сценариста: Зайкин, еще один хороший сценарист. Мы там собрались. Все стали пить водку сразу. Я не пью, поэтому я поставил компьютер. Говорю: давайте хоть что-то сделаем. Мишов стал готовить. Он решил сделать продолжение «Москва слезам не верит» с Юлей.
И это очень хорошо складывалось. Ну, то есть он сначала договорился с Табаковым, с Баталовым, ну, то есть они там должны возникнуть, естественно, Вера Валентиновна и, значит, и Юля, ну, как дочка, потому что она, в принципе, похожа на дочь, которая там. У него был сюжет и все. Мы стали его разрабатывать. Там дня 3 сидели, несколько раз сидели. Он божественно готовил какую-то баранью ногу, плов, ящики водки. Зайкин напился, спал вот так на полу. Короче, они парились там. Ну, в общем, я что-то пытался записать. А рядом сидел человек, какой-то из Сибири бизнесмен, который в Москве не часто бывал. Думаю, что вообще не бывал. Он был такой спортсмен с рюкзаком, и он так с восторгом. Вот я скажу какую-нибудь, он на меня так... А потом Зайкин скажет, а уж если Меньшов... А потом, значит, говорит, и он там говорит, ну, что-то такое, кто-то спрашивает, а деньги есть? И он снимает рюкзак, открывает, полный рюкзак денег. Это дача Меньшова. У всех такие глаза такие. Деньги лежат, надо писать, а ты водку пьют. Так, и Меньшов. Ну, вот надо отдать ему должное. Вот мы писали. И вот третий раз берет это все и говорит, ну, вот ему дать должное. Он говорит, извини, не надо этим заниматься. Не получится. Вот. Мертворожденная история. Абсолютно. Да, а деньги не просто там был не один рюкзачок денег. Он бы там подогнал бы. А он какой-то там занимался углем, что-то такое. Серьезный парень. То есть можно было на этом заработать? Абсолютно, однозначно. И причем много. Но получилась бы фигня. Она, может быть, и не получилась бы фигня. Она, может быть, получилась бы полуфигня. Но дело в том, что все-таки так как потом и кровью дался фильм «Москва слезам не верит», и он выстрелил, я при этом присутствовал. Вы еще даже, может, кто-то еще не родился, когда это все было. Это, я хочу сказать, это было действительно в Россию не просто очередь, а просто там стали толпы просто в кинотеатре России. И хочу сказать, в это время я работал в театре на Малой Бродной. И с такой вот артистом. И там очень много было интеллектуальной богемы. Не просто поносили Меньшова, а его просто топтали. Критика... За фильм? Да не то слово. Критика была чудовищная, вот в основном. Что-то какой-то такой производственный роман, как достало это, как достало то, как достало это. Я помню, что это даже не была зависть. Вот все хотели чего-то такого, знаете, вот левое ухо за правое плечо, и вот как бы так зашифроваться, вот так шифрануться, а потом как раз выскочишь, как скажешь правду, и опять спрячешься. Вот такое кино было, понимаете? Оно приветствовалось. А тут вдруг все просто. Тетка пережила, вдруг стала, и вдруг она победила судьбу. Американцы не просто так на это отреагировали, потому что в этом есть чистейшая правда. Ну, это американская мечта абсолютно, она в чистом виде, поэтому они не могли не дать Оскара. Юрий будет дуть будет Юрий. Как вы вспоминаете 90-е? Очень по-разному, потому что, с одной стороны, это время моего становления и счастливого становления. Ну, потому что определенно это была какая-то и свобода такая какая-то бескрайняя, в том смысле, что вот хочу сменить профессию, да и, пожалуйста, куда хочу вообще. Могу пойти и чем угодно могу заниматься. И, так сказать, главное, ты докажи, что ты чего-то можешь, и у тебя может получиться. И это, конечно, вселяло такое опьяняющее какое-то чувство. Боже, да елки-палки. Вот действительно, там в молодости это вообще есть чувство, да, что у тебя бесконечная жизнь перед тобой. А вот то, что ты можешь вообще там метнуться на телевидение, например, это не так часто делали, в общем-то, люди моей профессии. Бывали там актеры, которые переходили работать в дикторы, но вот как-то какой-то другой я себе наметила стезю. И у меня получилось. С одной стороны. И на телевидении было прекрасно, и интересно, и как-то все мы там были молодые, в частности, на том канале, на котором я работала, на ТВ-6. И как-то так все это споро у нас решалось, и скоро. И вот сегодня мы сидим, что-то обсуждаем, а уже там через неделю мы это выпускаем в эфир. И это все было абсолютно реальностью такой. И это, конечно, абсолютно такое опьяняющее воспоминание, прекрасное. С другой стороны, это, конечно, было такое тяжелейшее и чрезвычайно унизительное время.
И вот это все, и страшное, и опасное, и, ну, то есть какой-то вот такой коктейль, все вместе. Ну и унижение касалось того, что, например, там наблюдать президента нашей страны Бориса Николаевича Ельцина было фактически всегда унизительно. Особенно в его зарубежных поездках. Это казалось тоже из серии «Ё-моё, не может быть, а? Ну не может быть! Ну что ж это такое?» Когда Билл Клинтон его похлопал по плечу, а тут радостно стоял, что думал, что его сильно уважают. Там даже во взгляде, в общем, читалось, как бы, что прикольный ты пацан, конечно, Борис. И это было просто омерзительно. Для меня 90-е — это время огромной, невероятной свободы. Я все понимаю про бандитов, это было, конечно. Но вот для меня, как для человека, как для учителя, это было время, когда можно было творить, когда можно было экспериментировать, когда можно было дышать. Да, была куча сложностей, там нечего было есть, зарплата была маленькая, то и сё, но мир открывался. Можно было пробовать это и то. И все вот эти вот начальнички, они были, к сожалению, они никуда не делись, но они затаились. Вот, может быть, как и с милицией. Они не лезли так вот, как сейчас. Они так побаивались. Вам скажут, что это такой немножко московский подход. Человека, который живет там в центре Москвы, в самой Москве было очень опасно. А представьте, что происходило там в 100 километрах от нее. Да, когда я согласна. Люди подвергались ежедневному унижению на улицах. Ну, вы понимаете, наверное, конечно. С другой стороны, я не могу сказать, что я так страшно жировала в 90-е годы. Бывали периоды, когда, ну, не так, чтобы дети голодали, но, во всяком случае, ну, не знаю, там, дети ели сосиски, а мы ели какую-нибудь чечевицу, полученную в гуманитарной помощи. Конечно, это не было каким-то вот действительно тем ужасом, который творился где-нибудь в глубинке. Ну, тоже было нелегко. Ну, просто, ну, вот для меня воздух свободы искупал очень многое. Для вас свобода важнее полного холодильника? Конечно. Конечно. Ну как? Ну, потому что такая моя система ценностей. Потому что без свободы зачем мне этот холодильник? Мало того, без свободы холодильник очень быстро пустеет. Ну как? Будет экономика разваливаться, ничего не будет. А когда есть свобода, вы можете мне сказать, а в 90-е тоже ого-го, вон свобода, и как все было ужасно с экономикой. Экономика не меняется за 5 лет и даже за 10. Но если ты живешь в свободном обществе, то есть возможность размышлять, пробовать, вырабатывать законы, которых тогда, конечно, не было. Но была перспектива, что мы к этому придем. И тогда и с холодильником бы наладилось. Но не так, как сейчас. Ой, мама, капусточка, конечно, дело хорошее. Но в доме нужно держать и мясные закуски. Почему квашеная капуста? А я вам скажу почему. Потому что я всю жизнь квасил капусту. Я достал меньшого этим. Я квасил капусту. Видно, вот я сейчас засолил огурцы, ты видел, да, с помидором. Так я жил на крыше в мастерской, да. Я квасил капусту, ему носил. А я квасил хорошо. Особенно, когда только-только она заквасилась. Ну и там как-то... И он знал, что я квасил. И это у меня было сразу, внесено сразу в квашеная капуста. А у нас проблема как? С квашеной капустой. Так как нет погреба, я вам как профессионал скажу. Вот я пытаюсь гараж построить, там погреб сделал. Нужен 0, чистый 0. Вот плюс градусов. Да, если плюс 3-4, она начинает пучиться и до свидания. И если минус, она застывает, ну, в холодильник поставишь это, то есть не получается, в холодильник не получается капуста, она должна быть чистый 0. И я мог добиться это только на крыше. Мы жили с женой в ее мастерской на Сретенском бульваре. И там был такая, ну, у него же форточка, там, короче, все делал. И она мне там долго была. Вот я звонил Владимиру Владимировичу, говорю, я к вам иду, там, и капустка. И все, быстренько к нему. А правда, что поглубже надо залезать, потому что там посоленее? Конечно. Там сок. Там сок.
Все, и приходили, и занимались. Я не помню, что мы ели в начале 90-х. Подозреваю, что... Ну, не подозреваю, точно без изысков. Да с голодухи, господи, о чем вы говорите? Мне казалось, что капуста в те времена это был прям важным, таким простым... Естественно. Ну а как? Она что? Я ехал, мы жили в Мясницкой рядом, я ехал, брал частика, такой был этот, какой-то какая-то такая гнусная рыбка, все брал, я отрезал голову, в муке готовил, и дети приходили там из сада, из школы, ели, пап, вкусно, папа. Ну, а чем кормить, как вот? Это была такая история. Поэтому капуста это была такая, знаете, надолго, это длинную. Ты заквасил, и 2-3 месяца есть что жрать. Вы по-прежнему мастер засола? Да. Но здесь не капуста сейчас. Здесь мои огурцы, которые я вырастил, мои помидоры, которые я вырастил. Я вам покажу, какой надо взять. Они тут не все такие хорошие. Они, знаете, они тут... А я бы маленький взял, потому вот что... я ищу его, блин, у меня тут, они выросли все как эти. Сейчас ищу. Вот будет хороший вот этот. Вот этот? Да. Можно брать? Да, вот это хороший будет. Малосольный огурец. Выращенный мной вот там, в теплице. Можно чесночком сейчас закусить? Да, обязательно. Помидор попробовать. Я считаю помидор вкуснее. Серьезно? Да, я считаю, что... Я не люблю помидоры. А вот попробуйте малосольный. Вот это же малосольный. Да, это вообще не моя тема. Вот попробуйте. Вы сразу приедете, завтра приедете уже не за этим, а за помидорами. Ну, он почти как обычный. Но он не должен быть соленым, он должен быть подсоленным слегка. Ну, очень круто. Ну, без водки это все деньги на ветер абсолютно. Может, там где-то на дне спаситель есть? Там алмаза нет, к сожалению, нет. 90-е, Ширли-Мырли и такая вот голодная свобода, когда денег в стране мало, но при этом высказываться можешь как хочешь. И сегодняшние времена. Вам в каких комфортнее? Понятие свободы – это не написанное на бумаге, это внутреннее состояние. Это насколько ты свободен сам. Ты ведь можешь назвать себя свободным человеком, но не быть им будучи, а наоборот быть закомплексованным и зависеть от разного рода обстоятельств. А что касается того, что если кто-то проявляет эту свободу, это его право. И осуждать я никогда этого не буду. Никогда. Потому что какое счастье, что он это делает. Несчастье, что он молчит. Понимаете? Есть такое замечательное, расхожее, очень банальное, но я бы употребил его к вашему вопросу, что вы не бойтесь предательства, предателей. В крайнем случае, они вас предадут. Вы не бойтесь убийц, в крайнем случае. В худшем случае они вас убьют. Но вы бойтесь равнодушных, потому что именно с их молчаливого согласия на свете происходит и предательство, и убийство. А когда молчание было больше? Сейчас или тогда? Сейчас замолчали. Потому что есть же последствия. Мы же видим, что происходит с теми, кто не молчит. А так было всегда с теми, кто не молчит. Даже в самые разнузданные 90-е годы. Люди начинали говорить все, что думали, но потом их преследовали. Инакомыслие преследуется. Оно до сих пор преследуется. Любой человек, который не согласен будет с курсом партии, ему будет нехорошо. Пока я готовился, я в разных интервью вашего папы натыкался на некоторую грусть из-за того, что цензура была в советское время, и лезли, в том числе в его великие фильмы, и радость от того, что цензуры нет в 90-е. Одна из цитат. «Совершенно точно скажу, что в другое время я не смог бы этого сделать». Снять такой фильм, как «Ширли-Мырли». Уже в 2000-х годах новая власть установила определенные рамки, в которые нужно было вписываться. А в 90-е мне никто не говорил, что и как надо делать. Но при этом он потом много лет поддерживал власть, которая эту цензуру стала реставрировать. Как одно с другим сочеталось? Ну, я думаю, что папа довольно, мне кажется, так для меня исчерпывающе отвечает на этот вопрос в нашем интервью с ним по поводу того, что он человек прогосударственного мышления в целом, а наблюдая 90-е и наблюдая тот хаос, через который
пришлось проходить всей стране, и ту травму, которую принесли с собой эти годы, я думаю, что он только утвердился в этой такой прогосударственной в целом идеологии. Вот в целом. Независимо от того, кто сейчас непосредственно у власти. Я имею в виду, конечно же, после Бориса Николаевича Ельцина, потому что, конечно, его правление ему сильно не нравилось. И крен, который случился как раз после того, как Ельцин покинул этот пост, такой именно в сторону какого-то наведения порядка, ему нравился, потому что казалось, что иначе это все уже распадается на молекулы, уже просто вообще ничего не собрать, уже непонятно, где мы окажемся. И я думаю, что он был в этом довольно последовательным. Во-вторых, я должна вам сказать, что его занимала цензура вот именно такого рода, как я понимаю его. Сейчас мы, когда разговариваем о цензуре, то цензура как-то предполагается только исключительно политическая цензура. А советская цензура, она касалась, ну, вот того, что я вам рассказала, что давайте не будем, вот, чтобы Горин заходил пьяным, давайте оставим надежду. Или давайте у Екатерины, раз она там директор завода и вообще такая вся себя положительная героиня, на нее же будут равняться, то давайте у нее не будет женатого любовника. Это как-то нехороший это пример. Это, конечно, сильно, ну, как бы сказать, кастрировало эту жизнь в целом, потому что эти явления все были, человек оставался человеком. Я думаю, что папу задевала эта цензура, которая обкарнывала, так сказать, саму жизнь. Так он был художником, он имел право позволить себе пойти в эту сторону, в другую, но он все равно оставался честным человеком. Он конъюнктурой не занимался. Мне кажется, ни в одном фильме не скажешь, конъюнктурный фильм. Даже Шерли Мерли, он не конъюнктурный фильм, он все равно, это его позиция, это шаг его все-таки к искусству, а не к коммерческому воплощению. Меньшов хотел зафиксировать 90-е и показать, что вокруг хаос. Но разве это нужно было показывать? Разве все это не понимали? А тут есть художественные оттенки, потому что все понимали, но все понимали это в черно-белом варианте. Все же были, когда в мясном отделе висел велосипед без колес, продавался за 72 рубля там, и по талону мы в ЖЭК ходили, получали на соль, на сахар и на водку талоны. Это был мрачный такой... Можно было такой фильм снять. И очень много снимался в фильме «Рэкет» у Исана, например. Тоже 90-е. Кровища, бандиты сплошные, все коррумпированы, все продажные сволочи. И Средняя Азия над нами стоит, как главенствуют наши джигиты, приезжающие к нам в город. Ну, такой тоже фильм был. Ну и что? Но он создал все-таки цветной фильм, и он цветной, действительно. Он такой... Он взял жанр очень. Буфонада, я не отрицаю этого. То есть цветной фильм о темном времени? Да. А время темное? Очень темное. Вы не помните? Я помню. Ну. Но при этом я также часто слышу разные мнения на это. Что для кого-то оно темное, а для кого-то время возможностей. Возможности, да. Вот они все сейчас у нас и там и сидят. Все, которые возможность свою отхватили. За счет кого? За счет бедных людей, которые... Ладно, это уже политика. Для вас 90-е — это ужас или нет? Нет, абсолютно. Для меня ужас, ну, я не хочу ни о какой политике говорить. Для меня ужас, что происходит сейчас, к сожалению. Что любой человек, который открывает рот, ему тут же, туда свинец нахер. Вот этот ужас. А там говорили все, что угодно, понимаете? Все получали кайф. От ментов до генералов. Понимаете? Все получали удовольствие. Все дорвались до капитализма. И выяснилось, что капитализм-то весело. Весело, когда ты выживаешь. Если ты не выживаешь, то тебе просто, да, до свидания. Но и это было, даже, хочу сказать, глоток свободы. Он был по-настоящему. Это как 60-е годы, там, 61-63 год, там, у Шпаликова, предположим, или там, а я иду, шагаю. Вот эта свобода была абсолютная. Но вам возразят, капитализм — это весело, но жестоко. Жестоко, да, жестоко. И история про милиционеров, которые в таком положении, что побираются. История про бандитов, которые страшнее и важнее милиционеров. Это же тоже про 90-е?
Ну да, наверное. Ну, все-таки я в свое время в детстве раз 30 посмотрел «Это безумный мир». Раз 30, не меньше. Я его показывал наизусть весь. Потом стал забыл. Вот что меня потрясло? Вот что самый известный человек, самая паскуда в результате оказывается. Для меня это был полицейский. Вот самый главный, который Сандерс сыграл. Грандиозно. Я хочу вообще сказать, что американцы это прошли в свое время. Понимаете, там, афера, скажем, там, да, вот. Нет конца мерзости, нет конца подлости, нет конца обману. Человек устроен так, что он все равно сделает так, что... Господи, о чем ты вообще говоришь? Как ты можешь вообще существовать и жить? А ты уже такое совершил. Понимаете, это в природе человека. Я отказываюсь от любых переговоров, пока вы не прекратите дискриминацию граждан цыганской национальности. Да кому не нахрен нужны твои цыгане? Вот он, великодержавный шовинизм в действии. Забыли, кто Куликовскую битву для вас выиграл? Неужто цыгане? Когда меня кто-то просит коротко объяснить, про что фильм «Ширли Мырли», то если у меня там два предложения есть, то я говорю, первое, разумеется, это чтобы зафиксировать, какими были 90-е в России, а второе, это фильм про то, что все люди братья. Конечно. Я бы это на первое место поставила. Фильм про то, что все люди-братья, какие бы они ни были, глупые, умные, придурки, там такие-сякие, все вместе в какой-то такой сказочной стихии объединяются. А волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. У меня есть ощущение, что вообще любое кино должно об этом говорить, все люди-братья. Но в данном случае вот эта гуманитарная идея, задача, скажем так, она в этой картине существует. И она, мне кажется, видна и ощутима. Да, все люди-братья, какие угодно. И все наши распри, и все наши войны как раз говорят о том, что надо помнить о том, что мы все братья. И евреи, братья с мусульманами. Да, и исторически, и геополитически, как угодно. Да, и враги, они все равно так или иначе, братья, как все люди на земле. Да, война — это отвратительно, это ужасно. Особенно война между близкими людьми, совсем, в семье, что совсем чудовищно. В этом смысле гуманитарная идея Ширли Мырли, в таком комедийном ключе, но все-таки, мне кажется, эта идея существует. А нет ли у вас ощущения, что в стране, где мы с вами живем, от этой идеи сейчас, если не отказались, то отвернулись? У нас все меньше друзей, все больше врагов. Скажем прямо, нас, по-моему, отворачивают от этой идеи. Мы сопротивляемся, не хотим отворачиваться. А нас умело отворачивают. Причем руки эти не только из окна тянутся к нам, а и внутри. Но это чудовищно. Я имею в виду, нас разворачивают с помощью нас самих. И если мы идем на этот разворот, то мы должны понимать, куда мы идем. Да, безусловно, вот это ощущение, что мы единая страна, мы братья, по-настоящему сплоченное общество, этого нет. И ценности, которые были ранее у нас, но вы помоложе, а у меня все-таки это осталось, что понятие Родины не пустой звук. И еще мы потеряли немножко даже уважение к себе. Знаете, когда Сергей Федорович Бондарчук выпускал картину «Война и мир», то премьеру, которую сделали мы в Париже, из уважения к нему, а все-таки тема это войны французами, из уважения к нему после сеанса в июле месяце сделали снег, когда он выходил. Дать уважение большому художнику, который снял такую великую картину. Когда, мне кажется, это уважение к себе, к своему прошлому, к своим предкам, к своей стране, да, с трагической судьбой, да, раздираемой противоречиями и огромным количеством жертв, оправданных и неоправданных. И потеряв это уважение, мы теряем практически себя. И то самое ощущение
людей, братьев. Про руки, которые тянутся. Да. Ты кажешь, что за руки тянутся для того, чтобы мы... Это аллегория. То есть... Никому не нужно сильное российское общество, никому не нужна сильная российская государственность, которая, ну, скажем так, находится в конфронтации или там в борьбе с западной цивилизацией. Ну, вы, человек умный, прекрасно это понимаете. И хорошо мы справляемся с угрозой? Не знаю. Просто я так понимаю, что, опять-таки, я не думал, что сюда сказать, я честно не ожидал, что вот сюда уйдем, но хорошо. Вы говорите, что есть люди, которым не нужна, есть там силы, которым не нужна сильная Россия. Допустим, геополитика сложная вещь, всегда будут бодаться большие страны и все остальное, какими они бы ни были. Есть две концепции, как поступать с этим. Оскаливаться, звенеть орудием, усиливать пропагандистскую машину, ну, в общем, вести себя, отказываться от сотрудничества с многими людьми, то есть вести себя примерно так, как мы. А есть вторая концепция. Сделать так, чтобы внутри страны было настолько офигенно, чтобы она действительно была сильной. Это самый лучший путь. Да, а мы сейчас в какой концепции? Выберите из этих двух, пожалуйста. Я не могу выбрать. Если бы я выбрал, я бы уже знал, как вам кажется? Нет, как вам кажется, мы какой сейчас следуем? Ни в какой. Мы где-то посередине. Хотелось бы так, чтобы страна была, как вы говорите, офигительной, в которой хорошо жить, в которой все есть, и тебе за это ничего не будет. А хотелось бы, но так не происходит. Давно порываюсь вам сказать, Василий, что жизнь человеку дается один раз. Удивительное совпадение. Я тоже постоянно вспоминаю эти слова в последнее время. Я думаю, что нам всем давно пора покаяться и начать новую жизнь. Лично я сейчас венчаюсь в церкви, а утром отбываю в Америку. У вас была возможность уехать тогда? Да, конечно. Вы рассматривали ее? Ну, мне даже когда-то предлагали куда-то там ехать в Нью-Йорк, где-то преподавать. Но мне моя школа всегда нравилась. Я не хотела никогда уезжать. Вы к тому моменту знали английский или вам надо было бы Нет, выучить? я знала. То есть вы сразу могли переезжать и преподавать? Да. Когда вы чаще слышите об эмиграции вокруг себя? В середине 90-х или сейчас? Сейчас. Сейчас. Ну, в середине 90-х из людей, меня окружавших. Ну, то есть, конечно, было много людей, ехавших в Израиль. Это другая вещь. Многие мои родственники уехали. Кто-то в Израиль, кто-то в Америку. Вот такая еврейская миграция вокруг меня была сильная. И родня моя разъехалась сильно. Ну, могли быть разговоры про то, что да, там, поехать по контракту, не знаю, попреподавать, вернуться. Или там, на полгода что-то куда-то. Вот так. Но сейчас каждый второй говорит, пора валить, и каждый второй валит. Почему? Ну, жизнь, наверное, такая, какая-то неприятная. Если ты все время сидишь и думаешь, постучат к тебе в дверь рано утром или нет, ну, неприятно. И потом я смотрю на молодое поколение, чудеснейшее, которое мне очень нравится, для которых, ну, в общем, для многих очень из них совершенно непонятно, что здесь делать. Бизнесом заниматься себе дороже, политикой понятно, совсем вариантов нет, наука загибается. Ну вот я, когда последний раз пересматривал, я обратил внимание на финальную сцену. Не в самолете, вот когда заканчивается этот бедлам в квартире, да, и, значит, всех эвакуируют с самолета американского посольства. Да, вообще это фильм про дружбу России и Америки, если вдуматься. То есть в этом смысле вот «Брат 2», например, это уже фильм, где Россия уже обиделась на Америку и учит ее жизни. А это фильм про дружбу России и Америки, да, потому что в итоге все вместе улетают, но кто остается? Остаются менты, как бы, то есть это все улетели из России, осталась страна ментов. Вот такая вот история, фильм «Шерли Мырли», если вдуматься. Возвращаясь к раздевшемуся менту, естественно, в 90-е было очень много страшного, ужасного, кровавого, грязного. Все верно. Но еще было очень много прекрасного, свободного, светлого, замечательного. И была надежда на то, что светлое победит. Не победила? Нет, пока нет. Но все впереди.